Сегодня я предлагаю вам отправиться в далекий космос. И чем дальше мы будем удаляться от Земли и оглядываться на нашу планету, тем отчетливее будем ощущать, насколько хрупок и мал наш мир, и одновременно с этим на второй план будут уходить все земные заботы и волнения. Так что давайте отвлечемся от суеты и тревог и окунемся в чарующий мир звезд в игре Небула. Небула – это абстрактная стратегическая игра, рассчитанная на компанию от 2 до 4 человек, в которой вы будете создавать созвездия в своих галактиках, выполняя общие цели и личные цели, набирая победные очки. Каждому игроку достается его личный планшет галактики, 4 маркера соответствующего цвета, случайная карта личной цели и пара-тройка камушков звезд из мешочка, в зависимости от количества игроков за столом. Вот я первый игрок, у второго игрока 1 звезда, у третьего игрока 2 и так далее. В этом мешочке находится большое количество этих звезд разных цветов. В начале игры вы должны случайными звездами заполнить ячейки звездных скоплений на планшете туманности и ячейку в центральной области. Туманностей 3. И у каждой есть своя стартовая ячейка. Рядом с ней размещаются песочные часы и полумесяц. На шкале внизу на начальную позицию кладется жетон черной звезды. Рядом выкладываются 4 случайные карты общих целей на партию. Чуть ниже находится планшет ценностей. По этим трекам будут перемещаться фишки ценностей звезд, созвездий и продвинутых целей. Эти продвинутые цели тоже случайным образом размещаются вот тут под римскими цифрами. Игроку, который последним наблюдал за звездами, достается фишка первого игрока, и вы готовы играть в игру Небула. В свой ход каждый игрок получает новые звезды в свой запас, а затем размещает их на своем планшете. Правила размещения такие. Первая звезда всегда идет в центр, а все остальные должны соединяться с любой из ранее выложенных звезд. Тут есть разные линии, сплошные, пунктирные, орбиты и так далее. Если 2 звезды соединены любой из этих линий, они считаются соединенными. Но главная сложность в том, что запрещено соединять 2 звезды одного цвета. То есть, например, вот так я сделать не могу, потому что 2 синие звезды будут соединены вместе. Поначалу может показаться, что за этим сложно следить, но в целом это не так. Ориентироваться в космосе в этом оказалось не так сложно. Можно, кстати, менять одну звезду на другую, и вообще в свой ход можно выложить до 2 звезд. А еще, если одна из этих звезд совпадает с цветом центральной звезды на планшете туманности, то можно выложить 3. Но я на самом деле забежал немного вперед, я не рассказал, как эти звезды можно получить. Это нужно сделать до того, как вы выкладываете звезды на свой планшет. Получить их можно 2 способами. Либо с планшета туманности, либо прямо из мешка. Разберем оба эти способа. Первый вариант позволяет вам получить звезды конкретного цвета, потому что вы видите, что берете. Тут звезды расположены на 3 своеобразных циферблатах, и у вас есть 5 очков перемещения, чтобы выбрать нужные вам звезды. Как это работает? Итак, у вас есть ровно 5 шагов, и я могу сделать вот так. Я эти часы положил для наглядности, на самом деле они должны вот так вот стоять. Итак, 5 шагов. Я хочу получить, например, себе 1, 2 вот эту фиолетовую звезду, 1, 2, 3 вот эту синюю звезду. У меня осталось 0 шагов, но это значит, что я могу получить себе вот эту черную звезду, просто никуда не двигаюсь. Вы, кстати, можете двигаться и в противоположную сторону. После того, как вы переместились, вы перемещаете Луну на то место, где остановились ваши песочные часы. Вначале я не понял, зачем это нужно, но на самом деле это нужная вещь. Это позволяет вам не забыть, где вы закончили, потому что вы начинаете потом перемещаться, а потом пытаетесь вспомнить, откуда я начинал.
Туманности пополняются новыми звездами в конце хода игрока, но только в том случае, если в этой туманности осталась только одна звезда. То есть вот сейчас вы всего лишь по одной звездочке забрал, пока еще ничего не пополняется. До тех пор, пока в какой-нибудь из этих туманностей одна звезда не останется. Второй вариант – получить звезды более рандомные, потому что вы вслепую тянете звезды из мешка. Но бывает такое, что вам позарез нужны какие-то звезды, а в туманности их нет, так что вам приходится полагаться на удачу. Тем более, что шанс не такой уж маленький. А вы должны заплатить одну звезду из запаса, отправить ее в сброс прямо совсем обратно в коробку. Затем тянете 5 звезд из мешка. Из них 2 выбираете себе, а остальные тоже отправляете в сброс. Помимо цветных звезд, есть еще черные. Их нельзя, на самом деле, я тут на планшет ее положил, их нельзя добавлять на планшет, их можно выкладывать вот на этот трек. Чем больше там будет звезд, тем больше очков вы получите в конце игры. Каждая очередная выложенная черная звезда любым из игроков двигает жетон черной звезды вот на этом треке. Когда жетон дойдет до очередной светящейся ячейки, меняется звезда в центре планшета туманностей. Допустим, там была желтая, вы выкладываете туда новую. Если я бы вытащил снова желтую, пришлось бы заново вытаскивать, потому что 2 одинаковые нельзя. А еще игрок, который выложил черную звезду на своем планшете, выбирает любой жетон на планшете ценностей и двигает его вперед на одно деление. Ну, например, я сделаю вот так. Зачем нужны эти треки? В конце игры каждое завершенное созвездие принесет вам 6 победных очков, плюс еще 10, 12 или 14 победных очков в зависимости от того, где находится жетон этого созвездия, которое у вас завершено. За каждую звезду в вашей галактике вы получите столько очков, какова ценность у этих звезд на треке. Соответственно, 1, 2 или 3 очка за каждую звезду. Плюс вы получите 4, 3 или 2 победных очка столько раз, сколько раз вы выполнили условия продвинутой цели. Ну, например, третья цель у нас будет находиться здесь. Она будет у меня на первом месте. Вот так. И я, например, несколько раз выполнил вот эту цель. За каждую орбиту, на которой есть хотя бы одна синяя звезда. Здесь вот орбита обозначенная цифрами. Соответственно, за каждую орбиту, на которой есть синяя звезда, я получу столько победных очков умножить на 4, потому что эта цель у меня находится на первом месте. Личные цели приносят игрокам по 14 победных очков, а общие цели столько, сколько на них написано, но если вы первый, кто ее выполняет. Например, я первый выполнил вот эту цель, которая называется «Завершите все пунктирные соединения». Ну, сложная цель. То есть вот тут все пунктирные соединения. Если я первый, кто это сделал, то я положил туда свой вот этот маркер. А если вы не первый, например, мой сосед тоже выполнил эту цель, но уже не первый, он получает меньше очков. Для подсчета используется вот такой удобный блокнот. Есть, кстати, второй вариант игры. Я вам показал полный вариант, а есть еще ознакомительный. В нем вы не используете планшет ценностей и продвинутые цели. В целом, Небула – это абстрактная игра. Абстрактнее и не придумаешь. Сюжетом тут никаким не пахнет, научных или тематических отсылок нет. Просто звезды, просто красиво. Но зато для любителей абстрактов тут шикарно все. И оформление, и качество, и то, как все устроено. К победе могут привести различные стратегии. Хотите, идите в опережение по общим целям. Хотите, идите в черные звезды, там тоже, с одной стороны, и сами звезды очки приносят, плюс фишки можно подвигать, но при этом вы тратите ходы и не пополняете свою галактику. Такое вот распутье каждый раунд, куда податься, как эффективнее использовать ситуацию, которая сейчас сложилась в партии. К этому всему добавляется сразу несколько уровней задачек. Как эффективнее потратить свои 5 очков в передвижении, чтобы получить нужные вам звезды. Как грамотно разместить звезды в галактике, чтобы максимально с этого получить пользы. В общем, для любителей стратегии тут просто огромный простор, где развернуться. Ну и красивая игра, просто красивая. Игра светится в темноте, в прямом смысле слова. Вот посмотрите, я специально в темной комнате поснимал. Это на игровой процесс, конечно, никак не влияет, но согласитесь, издатель потратился
на это неспроста. Я сказал, что с тематичностью тут не очень, но на самом деле, возможно, нужно поправиться. Ведь что мы делаем со звездным небом? Мы на него смотрим, мы рисуем на нем созвездия. Именно этим мы и занимаемся в игре Nebula, и это прекрасно. А на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий и канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всего вам хорошего. Пока-пока.